Мой товарищ попал в неприятную ситуацию, когда приехал переобуться на шиномонтаж. Колесные болты настолько сильно закисли, что при попытке открутить слезались грани. Ключи и головки проворачиваются. Ребята могли выкрутить болты, но напугали его ценой и возможными проблемами. Поэтому он приехал ко мне. Стояли бы тут штампованные стальные диски, я бы наварил гайки и без труда открутил. Это был бы самый дешевый и сердитый вариант. Можно приварить ненужную головку. У меня как-то затерялась ступичная 12-гранная головка, пришлось колхозить. Головку испортил, оставил на память. Здесь же литые диски, поэтому сварка не годится. Экстракторы такого плана и торксы тоже исключил, потому как засверлиться можно только в болт, да и ломаются они на закисших болтах довольно часто. Поэтому единственно правильным решением будет применение винтовой ударной головки. Их, кстати, используют и на шиномонтажах. Да, набор стоит дорого. Возможно, поэтому на шиномонтажах взвинчивают цену. Но эти же головки продают и поштучно, что в итоге значительно дешевле. К тому же это будет ваша головка. Подобрать ударно-винтовую головку просто. Если у вас гайка или болт под ключ, скажем, на 19, то и винтовую головку покупаете на 19. Головка внутри имеет не прямую форму, как обычно, а конусообразную, с острыми гранями. Чем глубже забиваете головку, тем сильнее она вгрызается гранями в металл. Такими головками выкручивают и секретки. Для секреток головка подбирается индивидуально. Она должна самую малость заходить на секретку, цепляясь гранями. Если секретки с наружным вращающимся кольцом, бывают и такие, то кольцо нужно срубить зубилом либо кернером. А дальше все по той же схеме. Это в теории. Теперь посмотрим, как это работает на практике. Ключом открутилось всего 3 болта. Грани тут зализаны не сильно. Резьбу желательно почистить щеткой. А лучше поставить новые болты. Добавим немного медной или графитовой смазки и затянем сильнее обычного. В теории это должно немного снять нагрузку на поврежденных болтах. Затянули. Обработаем поврежденные болты ВДшкой. Это тоже должно помочь. И начнем, наверное, с этого болта. Забиваем до упора. Дальше не идет. Пробуем. Первый болт пошел. Вот как он выглядит. Чтобы выбить болт, не испортив головку, срезал для тисков 2 грани. И теперь постучим. Это было достаточно легко. От заводских граней, как видите, практически ничего не осталось. Обратите внимание на глубокие борозды, которые оставила винтовая головка. На этом можно было бы и закончить, но всегда найдется хоть один диванник, который будет утверждать, что нам просто повезло. Поэтому открутим и второй зализанный болт. Забиваем. Выскочила. Дальше не идет и выскакивает. Кажется, что все плохо. Головка плотно не забивается. И может показаться, что гипотетический диванник как бы прав. Но мы не сдаемся. Ставим головку и пробуем. Винтовые головки, как и экстракторы, при откручивании вгрызаются в металл еще сильнее и глубже. Рычаг упирается в плитку. Мы назад можем машину потянуть и на скорость поставить? Придется повернуть колесо. Колесо провернули, просто откатив машину назад. Пробуем еще раз. Пошла. Есть.
Вот и второй болт. Поскольку головка с этого болта выскакивала сама, попробуем выбить, не срезая грани. Получилось. Этот болт, как и первый, без вариантов, под замену. В общем, винтовые головки реально работают и способны выкрутить поврежденные болты и гайки не только на колесах. У винтовых ударных головок несколько названий. В интернете их можно искать как головки-экстракторы, головки для поврежденных гаек и так далее. Самый дешевый набор винтовых головок я встречал на AliExpress. Ссылку оставлю под видео. Пишите в комментариях, какими способами, как и насколько успешно откручиваете поврежденные болты и гайки вы. Самые нестандартные и интересные варианты продублирую в закрепленном комментарии. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк. И если кто-то еще не подписался, подпишитесь на мой канал.